Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео разобрать подземную цивилизацию гномов. Потому что она высокоразвитая, малоизвестная, но очень нам интересна из-за ее высоких технологий. Напомню, согласно именно скандинавским и германским мифам, мы живем в Мидгарде. То есть Мидгард — это Срединная земля. Но и под нами существуют другие цивилизации. Та же цивилизация гномов, та же цивилизация пекла, она же ад. Ну и над нами существуют цивилизации богов. Мы уже рассматривали цивилизации в предыдущих видео. Теперь нам интересна именно та цивилизация, которая существует под нашими ногами, гномы. Почему нам это важно? Потому что согласно строению Земли, а перед вами как раз вырезка из секретного архива КГБ, которая показывает ее настоящее строение. Под нами существует магматическое ядро, Это река, которая является центром гравитации. Да, именно в виде реки происходит этот магматический поток. Все остальное — это пустая полая земля. Но этот магматический поток дает нулевую гравитацию, то есть возможность получать уникальные материалы, уникальные сплавы, которые являются непонятными технологически нашей цивилизации и которые используют даже боги. Ну, соответственно, и эта подземная цивилизация в состоянии использовать все ресурсы Земли. Мы же в состоянии использовать только небольшую часть ресурсов поверхности и всего лишь. Нам это нужно, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Гном переводится как подземный житель, но несущий знания. Это карлики из западноевропейского, в первую очередь германо-скандинавского фольклора. Частые герои сказок, легенд, персонажи мифов народов Европы. Они живут под землей, носят бороды и славятся богатством и мастерством. Известны в разных языках под разными названиями: дверг, цверг, дворф, краснолюд. В том числе и нибелунги. Но в чем суть? Они отличные кузнецы, которые создают волшебные вещи для богов. То есть даже боги пользуются изделиями этих кузнецов. То есть они мастера добычи полезных ископаемых, их переработки и создания уникальных изделий, благодаря именно тому, что у них есть место, где есть нулевая гравитация. При этом есть большая температура и давление. То есть нужно все для того, чтобы получить уникальное изделие. И повторяю, они поставщики богов. То есть, например, справа сыны Ивальда куют молот Тора. То есть сам Тор получил молот именно от гномов. Ну, как и другие боги. То есть уникальное копье Одина тоже сделали гномы. То есть все уникальные предметы богов, оказывается, сделаны не богами, а их гномами. Вот и весь секрет. То есть это высокоразвитая цивилизация. Мы в предыдущих видео рассматривали про технологию невидимости, которая в наше время снова стала повторяться нашими технологиями, проявляться из других миров. Так вот, шлем-невидимка или скрывающий шлем — это шлем скандинавских гномов. Шлем-невидимка Тарнхельм был выкован Мими по приказу его брата Альбериха. Гномы — поставщики высоких технологий даже другим высокоразвитым цивилизациям богов, из-за чего нам они и интересны. И при том, что мы существуем с ними в прямом контакте. И этот контакт и раньше был прямым, но сейчас он, понятно, нарушен, никто в них не верит. Но перед нами откроются факты, которые показывают, что эта цивилизация существует и в наше время. Как раз есть рассказ, например, жителей Германии 1138 года. В подвале монастыря схватили странного карлика. Как сообщается, в подвале одного из немецких монастырей был схвачен карлик. Он был очень черным и не говорил ни на одном известном языке. Его связали на короткое время, но веревку ослабили, чтобы посмотреть, что он будет делать. Он вернулся в подвал и там поднял камень на земле и исчез через туннель, где никто не смог его преследовать. Таинственный туннель, как сообщается, был запечатан крестом. Подобных случаев запечатания множество. Перед вами слева карликовые врата недалеко от Праги. Это врата Имдалинда, то есть это неофициальное название замка Гоуска в Чехии, который местные жители называют вратами ада из-за легенд о подземных вратах, ведущих в преисподнюю.
То есть это легенда 9 века, но в 13 веке от греха подальше был построен замок именно с целью запечатать эти загадочные врата. А вот эти карликовые врата, они там как бы показывают, кто же живет под этой землей. То есть закрыли доступ к подземной цивилизации, чтобы не было обмена этими высокими технологиями в том числе. На поверхности тоже есть подобные поселения, их немного, но все-таки. Вот подобное поселение откопали после урагана 20-х годов 20 века. Оказывается, поселение было основано примерно в 3100 году до нашей эры, существовало примерно 600 лет. Там есть все, стены, кровати, дверные проемы сохранились, но обитатели всех этих поселений имели рост не выше метра. Подобных поселений по миру куча. В Перу тоже были найдены чудесные маленькие домики, по сравнению с обычным человеком. И что же говорят ученые? Говорят, не знаем, что это, кто это там мог жить. А может, как раз жили те самые гномы? Это тоже маленькое поселение, которое найдено на Ближнем Востоке. Это современный фейк, или детишки там настроили столько хижин. Оставьте свое мнение в комментарии. Но опять же, человек на этом фоне просто гигант. Кто там жил, или жили, или нет, вопрос открыт. Но подобные находки, как мы видим слева, маленького человечика, которого впечатала в янтарь, они не единичны, и о них знает прекрасная наука. Обратите внимание, Антарктида, синяя стрелочка, туда была отправлена экспедиция. Они изучали окаменелости, и что же они нашли? Подобные окаменелости. Что же сказали научные мужи? Они сказали, мы возьмем паузу, проведем все анализы и расскажем вам, что же это за чудесные маленькие человечки. Пауза затянулась, прошли года, а информации больше никакой. Подобных чудес хватает. Тоже житель Великобритании работает в программе по изучению птиц и изучает их гнезда. Он в одном из гнезд птиц нашел подобное существо. То есть остатки либо маленького гнома, либо феи. Тоже оставьте свое мнение в комментарии. Самое интересное, что мы об этом-то знаем. То есть мальчик с пальчик — это знаменитая сказка. И все эти существа как раз подходят под эти рассказы и размеры. То есть по факту сказ — это повествование о событии. Вот и весь секрет. То же самое существует на Дальнем Востоке легенда про принцессу Кагую. Обратите внимание на размеры этой принцессы, но оказалось, что она жительница Луны. И на Луне другая гравитация, совершенно другой рост живых существ. То есть это человек, это человекоподобные существа, но из-за разности гравитации они изначально маленькие. Попав на нашу Землю, она смогла вырасти до обычных размеров. И все-таки она вернулась на Луну. С Луны она эвакуировалась, потому что там шла война. А в благодарность за то, что она пребывала на Земле, она подарила императору эликсир бессмертия. То есть, опять же, мы видим высокие технологии. И, внимание, связь лунной цивилизации гномов и подземной цивилизации гномов Земли. Вот такие вот чудеса, потому что гном, он же монг, это лунный подземный житель. Повторяю, рост у него из-за лунной гравитации. Соответственно, там, где ниже гравитация, там для него более привычные места обитания. А где у нас ниже гравитация? Под землей, ближе к центру нулевой гравитации. Вот и секрет, почему они живут под землей. Для них это привычно. То есть, поэтому, когда мы там слышали фантастические рассказы про Гулливера, который был то у лилипутов, то у великанов, то летающих города посещал, нам просто рассказывали про забытые параллельные цивилизации Земли. Справа как раз битва человека с насекомым. Оставьте свое мнение в комментарии. То есть, либо были гигантские насекомые, либо люди, мягко говоря, есть поменьше размером. И да, это у него не третья нога, это ножны для меча, которым он побеждает этого насекомого. А перстень, между прочим, 1 века до нашей эры. То же самое хватало чудес и в России. 1719 год. Гнома поймали в Екатеринбургской губернии Урала, России. То есть люди, работавшие на Демидова, занимавшиеся поиском руд в этом районе Урала, сообщили о поимке странного гномоподобного существа.
которого они нашли живущим под землей в пещере. Странное существо жило в клетке Демидова для канареек, то есть размер у него был, мягко говоря, небольшой. Ну, оно умерло через несколько дней или недель после того, как его поймали. Зная об интересе царя к диковинкам, как бы тело гнома засолили и отправили в кунсткамеру. Ну, будем надеяться, что наши исследователи посетят эту кунсткамеру, может, найдут этого гнома и многие другие чудеса, которые туда откопали, и покажут нам. Похожие рассказы о существовании странных народов чуди, которые обладали уникальными знаниями по обработке металлов, они в принципе существуют по всем горным областям России. То есть Урал, Алтай, Кольский полуостров. То есть по преданию народ Чудь сам по неизвестной причине ушел в подземное царство, затворив за собой дверь огромными валунами. Ну, причина известна. Это как бы деградация человечества. Когда человечество вернется в свой человекоподобный облик и перестанет дублировать обезьяны, быть им удобрением, ну, тогда, возможно, и будут контакты с другими высокоразвитыми цивилизациями. Ну, для этого и надо все это изучать. Опять же, та же наука находит подобные подземные города на тысячи жителей. Это город под Деренкуем в современной Турции. Но в чем проблема? Там высота потолков мизерная. То есть для того, чтобы там свободно передвигаться, у вас и должен быть рост примерно в метр. Потому что максимальная высота потолков 1,70 м. То есть в наше время эти пароходы расширяют, чтобы туристы могли проходить. Но по факту это целый подземный город именно подземных жителей, а не жителей поверхности. Вот же в чем секрет. Поэтому надо все изучать. В наше время добавилась куча видео и фотоматериалов, которые вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Вот как бы пишут, что это какой-то неизвестный вид живого существа энта. Ну, понятно, что в наше время искусственный интеллект существует, фотошоп и много других чудес. Но все нужно проверять. Тогда можно будет установить эту истину, потому что нет дыма без огня. То есть, кроме гномов, под землей живут и другие цивилизации. Это и троглодиты, это и гоблины, так называемые, которых мы сейчас увидим. Но факты остаются фактами. Они встречаются и на нашей поверхности. Опять же, иногда они на этой поверхности остаются навсегда, потому что перед нами фото одно из мумий существа, которое как бы хранилось в Японии. То есть мумия маленького демона в храме Сода. У него маленькие рожки. В чем же суть? А суть в том, что оно лежит на фоне пергамента, который как бы показывает, что даже в самом развернутом виде это существо рост составлял 30-40 сантиметров. И видно, что это, мягко говоря, не какой-то там человек или небольшой ребенок. И поэтому что это за существа? Какой цивилизация? Это прорывается как бы подземная цивилизация ада на нашу поверхность? Или это есть неизвестные как раз эти энты так называемые? Вопрос открыт. То есть там огромное количество неизвестных нам живых существ. То же самое мы видим как бы в Перу. То есть мумия с вытянутым черепом. Размер черепа 50 сантиметров. И размер тела 50 сантиметров. То есть это не может быть ребенок, потому что у него полный рот зубов. Но при этом как бы не зарос родник. Обратите внимание на эти стрелочки. То есть перед нами взрослая особь, но она под человека не подходит. То есть у этой мумии много раз брали ДНК, но результаты исследований так и не прислали. Потому что это не просто там вытянутый череп при помощи каких-то там планочек. Это совершенно другой объем мозга, совершенно другое строение тела. И опять же, ростом это существо не выше метра. И при этом это существо взрослое, повторяю, у него полный рот зубов. То есть это не ребенок. То есть это совершенно неизвестный вид живых существ, возможно, гибрид на основе с человеком. Но подобных видео живых существ нашего времени хватает. Тоже исследователи приводят эти видеоматериалы. Посмотрите все в Телеграме. Ну, оставьте свое мнение в комментариях, насколько они реальны для нашего времени. Тоже одна интересная история для тех, кто не верит. Как раз история 1800 года. Город Мэрион, штат Индиана, США. То есть в 1800 году служил священник, которому люди рассказывали о дереве в лесу, где был вход в подземное логово маленьких людей.
Священник не верил этому всему и пошел доказать темным личностям, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. И хотел срубить это дерево, но из дерева вылезла группа до 20 маленьких человечков и, скажем так, отговорила священника срубать это дерево, где они живут. Что было дальше, история умалчивает, но подобных фактов, встреч жителей нашей цивилизации с подземной хватает. Просто их умалчивают, их не изучают. Соответственно, мы не знаем, насколько они реальны. Опять же, кроме людей, то есть гномов, существуют и гоблины. То есть вот эти зеленоподобные существа, они тоже маленького роста, человекоподобные, но это совсем другая цивилизация. Она вряд ли имеет признаки высокоразвитой, но она тоже существует. То есть эти видео можно посмотреть у меня в телеграм-канале. Они мне, например, напомнили вот эту мумию настоящего пришельца, что обнаружили в 1940 году в США, в горах Сан-Педро. Но, насколько это правда, опять же, должны показать новые исследования. Опять же, куча видеоматериалов с камер видеонаблюдения автомобилей, личных телефонов, где видны небольшие существа, которые живут рядом с людьми. Опять же, все видео в Телеграме, переходите, смотрите. Мумифицированное тело шведского домового, датировано 1866 годом. Этот домовой был найден моим отцом Яном Петером зимой 1864 года внутри стены старого сарая. Он был уже мертв. То есть, насколько это реально, оставьте свое мнение в комментариях. Может, как раз гномы, которым надоело жить под землей, перебираются к человеку, и становятся его домовыми. Вот откуда секрет домовых. Эти домовые в наше время проявляются. То есть подобных видео, где снимает вроде ребенка, а появляются маленькие человечки, которые перемещаются по дому, их хватает. То есть это домовые, гоблины, гномы или кто-то еще. Это нужно, конечно, все изучать. Подобных видео, фактов хватает. Помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях. Для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу. Переключает иммунитет на восстановление.
усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции.